Вопрос от Антона Городецкого. Валерий Викторович, пожалуйста, объясните доходчиво. С ваших слов Германия не обладает суверенитетом от слова «совсем», так же, как и Япония. Да. Уровень жизни, однако, в этих странах не сравним с нашим. Почему так? Россия якобы обладает суверенитетом, хотя бы и частичным, но плодов от этого нету никаких. Государство – система выживания. Государство – это система выживания народов без потери ее культурной идентичности. Так было многие-многие века. Так есть до сих пор. Но культурная идентичность – это та основа, которая дает возможность превратить государство в систему, которая позволит гармонично развиваться обществу на основе освоения генетически обусловленного потенциала каждого человека. То есть по мере обретения концептуальной властности государство будет приобретать такие формы. К чему я это говорю? Суверенитет – штука дорогая. Суверенитет любого государства – это управление государством по полной функции управления на всех 6 приоритетах обобщенных средств управления и 5 видов социальной власти. Вот когда все это срастается, то тогда есть суверенитет. Когда это не срастается, тогда нет суверенитета. И нужно понимать простую вещь. Потеря суверенитета для любой страны, для любого народа означает в последующем и потеря культурной идентичности, а значит и прекращение существования народа как культурной единицы населения планеты Земля. Россия определенным суверенитетом обладает. И этот суверенитет России, он базируется на концептуальной властности населения России, на культурной идентичности русского мира. Что касается Запада, то там этот вопрос был решен уже давно. И отсюда уже 1000 лет Запад неизменно приходит с войной на территорию России. Неизменно. Никогда ничего хорошего. Говорят, что в Европе там живут лучше, здесь хуже. Но весь вопрос заключается в следующем. Почему Россия живет хуже? Потому что Россия постоянно живет в режиме отражения разного рода агрессий на всех 6 приоритетах обобщенных средств управления и 5 видов социальной власти. Причем отражение всех этих агрессий по полной функции. За свою культурную идентичность надо биться. Но чтобы организовать эту агрессию, нужно, чтобы западные субъекты, которые пойдут в качестве инструментария войны на Россию, были достаточно самостоятельными и дееспособными. А соответственно этому необходимо сохранить некую культурную идентичность этим народам. И соответственно этому в плане идеологической борьбы, если бы не было Советского Союза, то не было бы никаких достижений в обеспечении социальных прав работающих на Западе. Именно для того, чтобы идеологически победить Советский Союз, на Западе и вынуждены были давать достаточно широкие возможности социальной защиты для рабочих слоев. Но с крушением Советского Союза вот этот социальный рай, все шведские социализмы стали сворачиваться. Поэтому не так уж хорошо и кормят. Их кормят ровно настолько, насколько нужно воевать против России.
Советского Союза. Но дальше есть еще одна особенность. Вот есть такая карикатурка, значит, там поросята в лохане едят, жрут, а один поросенок встал и говорит: а было время, когда мы и в космос летали. То есть, а что такое человек? Как он должен состояться? Западная модель предлагает: пожалуйста, любые виды удовольствия, жрачки, но потеряйте свое человеческое существо и потеряйте свою национальную культурную идентичность. Западный мир – это большой плавильный котел. И это прекрасно видно. Посмотрите, пидорасинг навязан. Мультикультурализм, который угнетает и уничтожает культурную идентичность всех народов Европы, он просто прогрессирует. Он все это сметает на своем пути. Когда мигрант, приехавший к тебе в дом, имеет все права, а ты не имеешь этих прав. Это как это так? Есть русская пословица: со своим уставом в чужой монастырь не ходят. А там елочка раздражает приехавших мигрантов. Уберем. Ну что это наша культурная традиция нашего народа. Все, уберем это. Кресты раздражают. Уберем. Это же раздражает приехавших мигрантов. А естественно, они приехали и наводят свои порядки, выстраивают так жизнь, как им это кажется правильным, на основе их культурной идентичности. Но это же уничтожается культурная идентичность всех народов. Что касается конкретно Германии и Японии, то эти страны оккупированы Соединенными Штатами на 6-м приоритете со Второй мировой войны. И никуда эта оккупация не делась. И посмотрите, что в Японии. Полная депопуляция грозит. Сплошные психические болезни, напряги у всего населения. И страна вымирает. Она просто гигантскими шагами вымирает. Японцы, если они не войдут в состав России, будут вымершим народом. Да, Японский федеральный округ. Это единственное спасение для Японии сохраниться в истории как народ. Кстати, для Германии практически то же самое. Обратите внимание, как мы действовали в отношении ГДР и как западные державы действовали в отношении ФРГ. И в результате ГДР гигантскими шагами развивалась, а ФРГ нужно было накачивать ресурсами извне, используя, правда, потенциал немцев для того, чтобы потом его полностью слить. Но так разница между восточными и западными немцами, она и сейчас чувствуется. Во всем чувствуется. Потому что у восточных немцев есть государственный инстинкт, есть сохраненная культурная идентичность, есть вот это самое культурное ядро, которое способно сохранить немцев как народ и государство Германия. Это был последний вопрос на сегодня. Вот мы в своих вопросах-ответах, вот когда отвечаем на вопросы, мы касаемся различных вопросов. Вот практически нет ни одной темы, которую бы мы не касались. Ну, что задают люди, то и задают. И если у кого-то какие-то претензии к вопросу, ну какие вопросы задаете? Мы работаем от вопросов, которые приходят от вас. Вот. Поэтому есть вопросы, отвечаем. Вопросы приходят такие, что ни о чем, ну, товарищи эти вопросы убирают. Но я к чему хочу сказать? Вот вопросы, если вот их рассматривать с точки зрения управления, знания, там достаточно общей теории управления, полной функции, 5 видов социальной власти, 6 приоритетов обобщенных средств управления, они простые. Это вот, понимаете, все равно, что показывать фокусы с математикой.
когда говорить, ну там, я, конечно, упрощу до предела, но примерно, сколько будет 2 плюс 2? 4. Так вот, нужно, чтобы каждый человек знал, как управляются сложные социальные суперсистемы на том уровне, на каком знают, что 2 × 2 – 4. И тогда такой человек никогда не будет объектом манипуляции. Он всегда сможет защитить интересы свои и своей семьи. Он сможет выстроить управление так, чтобы была, если уж и возможна эта кризисность, но она чтобы была минимальная, чтобы не входить в кризисные зоны развития общества, а тем самым снижать и кризисность развития самого общества. Помните, знание, власть, посредством знаний манипулируют людьми. Поэтому берите знания в свои руки, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы. До следующих встреч. Мирного неба вам над головой. До свидания.